Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашу встречу с Игорем Мосейчуком по вторникам вечером в прямом, что ни на есть эфире. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую нашу уважаемую аудиторию. Друзья, всем большое спасибо за то, что присоединяетесь, за то, что оставляете свои вопросы. Как обычно, формат неизменен. Вы, собственно, можете оставить свой вопрос абсолютно открыто в сообществе YouTube под нашими анонсами. Точно так же оставляйте свои вопросы в закрытом клубе зрителей Шелеста в Телеграм-канале и чате трансляции, пожалуйста. QR-код, который видите на экране, возле меня это возможность канал поддержать и прям никого не дожидаясь, если работает этот сервис, конечно. Вот прям вывести на экран, чего хотите. В общем, всем большое спасибо за то, что лайк не забыли поставить, подписались на Мосейчука и, конечно, готовы к сегодняшнему разговору. Начать его предлагаю с опроса. И он, очень специфический. Я не знаю, как вы, а я прям, кроме партии мэров в Украине, да, кроме партии шлем, да. Шлемы. Как бы, да, они там, в принципе, все, там есть такое, как бы, старые шутки про шлему, не будем, да, к национальным, скажем так, особенностям. В общем, партия шлем. Я увидел еще партии лизателей Буданова. С каким-то, я не знаю, остервенением регулярно бьют в одну точку о том, что вот Буданов пришел, как-то вот легче дышать стало, Филатов говорит, там другие пишут, высказываются политические деятели. В связи с этим вопрос нашего сегодняшнего эфира. При Буданове во главе офиса Зеленского что-то изменилось? Вот как вы оцениваете, да? Да, стало лучше. Да, стало хуже. Ничего не поменялось или слишком мало времени прошло, чтобы оценить. Давайте начнем с этой темы. С чем связана вот эта максимальная активизация лизателей Буданова? Я отвечу на ваш вопрос. Опрос сначала. Я скажу, ничего не изменилось. Более того, Геолерос опубликовал ответ Буданова, из которого вытекает, что он покрывает Ермака. Вот. Но я не хочу сейчас давать оценку Буданову не потому, что он еще зашкварится и перешкварится и обгорит, да, в уголек превратится, как многие. Я скажу, с чем отвечу на ваш вопрос. С чем это связано? Постоянные разговоры о выборах порождают желание держать рейтинг, держать еще что. Разные проекты придумывают. Буданова ведут, Буданова ставят в рейтинги. Вы же видели рейтинги, вот доверие там. Залужный, Зеленский, Буданов и новая восходящая звезда с Харькова Игорь Терехов. Просто. Про Терехова поговорим, давайте за Буданова закончим. Усов, Золотарев, тот, который ПАРУ строить помогал, не тот, который у вас на канале, а другой, который. Политологи, ряд других людей, они работают над имиджем Буданова. Заручаются поддержкой лоббистов в Соединенных Штатах и рассматривают Буданова как двигатель политический в будущем. Рассказывают, что вот Буданов, он за мир, правда, не уточняют какой. Понимаете? Вот он на переговорах имеет другую позицию. Ребята, он не имеет другой позиции. Другое к нему отношение у партнеров, да. Но позиция у них у всех одна. Она прописана Владимиром Зеленским. И если они ее не исполняют, директиву, то идут в сторону леса. Отношение действительно другое. Да, Буданов пытается... например, чтобы вы понимали, на одной из предпоследних встреч говорят,
что геополитические эксперты Запада видят, что через пару лет Украина будет разделена на две части. И Очень интересно. это может стать результатом войны. Одной части будет столица Львов, во второй части будет столица Киев. Одна будет ориентирована на запад, вторая будет на восток и так далее, и так далее. Буданов сразу встал и говорит, мы этого не допустим. Ему говорят, ну так не допускайте. А вопрос недопускания подобных сценариев очень, рецепт недопускания подобных сценариев очень простой. На самом деле, я об этой формуле говорил уже не один раз, не один десяток эфиров. Формула очень проста. Сначала надо лишиться гнид, убрать их надо. Зеленых и не только зеленых, всех, кто там поддерживает. Притом они сейчас мимикрируют, перекрашиваются, приобретают оттенки другие, не важно. Всех их надо убрать, их по голосованию легко вычислить и по информационной, повестке, которую они задают. Окончить войну, вернуть мир на землю и начать развиваться. Для того, чтобы развиваться, надо внутренний мир. Внутренний мир я не раз предлагал мораторий на вопросы языка, веры, те, что разделяют общество, вопросы. Если мы эту цепочку пройдем, то никакого, конечно, раздела не будет. И это понимают и на Западе, и на Востоке, и везде. Просто такая Украина, она как бы будет приемлема. И там, нейтральная, естественно. Не антироссия, но и не антинато. Не про-Украина. Про Украину, про украинцев, а не про непонятно что. Мы наблюдаем, мы понимаем, что как бы не хотел диктатор и узурпатор Зеленский, но выборы придется проводить. Их придется проводить. Он может оттягивать. У него сейчас план тянуть до осени. Он отправляет туда 3 группы в нарушение Конституции. Опять же, забыл парламента спросить, что военные едут там на Ближний Восток. 3 группы отправляет, сам, говорят, напрашивался, обзванивал, там, куда поехать. Сам тоже хотел съездить? Чтобы пригодиться. Правда, я не понимаю, для чего. Банками с огурцом дроны сбивать иранские. Какой профит для Украины? Не понимаю. Тут ПВО сыпется, тут защищать страну некому, тут усиливают людоводство и мобилизацию, а мы 3 группы военспецов отправляем, понимаете? Еще и с какими-то там дронами, с чем-то. Ничего не хватает, но мы куда-то отправляем. Цель непонятно. Непонятна цель. Утром он говорит, да, Иран не поставляет сейчас ракет, и шахедов в России, да, а вечером говорит, отправляем, боремся за свободу. Я дико извиняюсь. В Корею надо бы ехать. Те хоть воевали против нас. Иранцев, не видел. Грубо говоря. Ой, слушайте, я, если честно, в таком каком-то диком шоке от Зеленского. Александр, от Зеленского, да. Но мы вернемся к опросу. Они живут в своем мире. Будем создавать рейтинг Буданов. Так, а тут же, понимаете, запрос на мир очень большой. А Буданов, он не может быть буревестником мира. Он может там говорить, мимикрировать то, что они пишут, что он там более какую-то позицию имеет, да, там,
но не может. Что делать? Ага, создадим партию, которая будет мимикрировать под партию мира. Собираются там Арахамия, Игорь Абрамович, ПЗЖ, бывший депутат в Монако, сидит на схемах налоговых, работал. Стовар, который голосует за все инициативы зеленых. Левочкин где-то мелькает. Ну, то есть получается, что берут такого себе ежика, слуги народа, скрещивают с гадюкой в виде ОПЗЖ, и получается 10 метров колючей проволоки, которые дальше обтягивают всю страну. Никакой партии мира не получается, но под нее надо мимикрировать. Поэтому Терехову пишут тексты, поэтому он уже против ТЦК не в прокуратуру обращается, на телевизор рассказывает. Ну, ты ж мэр, обратись в прокуратуру. Ты ж мэр, поедь в ТЦК, да? Скажи, что вы делаете? Ну, вот почему вы закон нарушаете? Обрежь финансирование, ну, им. Повлияй. А у тебя есть партнер Ким по проекту политическому, Виталий. Так тот вообще глава военной администрации. Они ему вообще подчиняются, ну, ТЦК. Ну, вы же определитесь. Либо хрестик снимите, либо трусы наденете. А сегодня вообще феерически. Уже за Терехова Джокер начал топить. Друг Арахами, Рома Кравец там. Вот такой мэр, все в Харькове вот так, везде плохо, вот там вот так вот, пацанчики, все. Да все ж ничего. Но именно в этот день берут и арестовывают руководителя одного из управлений Харьковского горсовета. И не за что-нибудь, а за 10% отказа со строительных подрядов. Ну, ремонтных, строительных, все. У меня вопрос. А с 10% Терехову сколько? Ну, 10% это по-божески еще по временам Украины. На партию. Не, ну, конечно, обычно 50. Поэтому Терехов тут смотрит, да. Чтобы хоть что-то сделали, 10 это самое. На партию там сколько, ну и так далее. Ну, ребята. И вот это пытаются втюхать в место партии мира. Многие зрители говорят: Игорь Владимирович, вы вот говорите, партия мира, партия мира, партия мира. Почти как ваш попугай Жобрик. А этот самый, а где она? А я скажу, ребята, я вообще сомневаюсь, что нам нужна партия мира. Нам надо движение за мир в Украине, потому что никаких партий, вообще никаких, не будет, если не будет мира. Нам надо отбросить сейчас идеологические противоречия. Кто в какую церковь ходит, кто на каком языке говорит. Если ты реально выступаешь за мир, если ты понимаешь, что окончание войны и установление мира – это фундамент всего, ну, возможного будущего, в том числе и политического, тогда ты действительно соратник, союзник, попутчик, ну, в зависимости от этого самого. Нам надо массовое движение, нам надо показать Европе, миру. У нас за границей 10 миллионов людей. Буйненькие за денежку выходят и кричат: война до кордонів 91-го року. Вы слышали это? Слышали. А за мир никто не выходит. А давайте, вот, друзья, объединим усилия и соберем 1010 в какой-то европейской столице, например, в том же Брюсселе, ну, чтобы увидели евробюрократы, и покажем, что украинский народ за мир. Потому что потемкинские выступления передвижных шапито, которые организовывал Андрей Ермак, вы же помните, как они идут с Зеленским и говорят:
уборщицы с паре аплодируют, там, или кто там. Ну, они тоже действуют на европейцев. Если европейцы увидят, они спросят у своих правительств. Да и правительства задумаются, а надо ли нам эта история. И вообще, надо вышибать с-под вот этих тереховых кимов стулья, на которых они хотят свои зеленые и опожоповские задницы притулить. Я имею в виду, что мы за мир. Дайте ответ. Какой мир видит господин Ким и господин Терехов? Он начинает рассуждать, я смотрю, а мыслями ж по древу плывут. Потому что надо же и Зеленскому понравиться. И избирателю. Так не бывает. Так не бывает. Игорь Поэтому- Владимирович, по поводу Зеленского. Да. Значит, это, конечно, ну, давайте так, нечто. Ну, вот прям нечто. Значит, сегодня, ну, такое достаточное событие было. Опять пытались стрелять по Турции. Баллистика, сбитая ракета, обломки упали, никто не пострадал. Они сбили там в одну провинцию в прошлый раз, сейчас в другую. Короче, по базе НАТО. Все это прекрасно понимают. И выходит Эрдоган и делает очень жесткое заявление. Такое прям, ух. Но как бы все очень дипломатично как бы расписано. Но он говорит, ну там все сквозит тем, он понимает, что его втягивают. Он понимает даже, кто его втягивает. Он там это называет темными силами, там маски. Ну, короче, все понимают. То есть задача, как бы, чтобы его втянули. Трамп еще этот твит написал вечером или там у себя вечером, тут утром и разошелся. А то, давай убьем нового Аятоллу. Короче, он все понимает. И он сегодня имеет разговор телефонный с Зеленским. Зеленский сделал примерно, знаете, как вот шоу из этого разговора, как с Макроном. Говорит, там, Буданов сидит, что-то записывает, он погромкой говорит, с таким видом Наполеона, там, Кислица что-то там рядом, Буданов, у него такие глаза такие, прям, ух, икра какая на камеру. Что пишет? Ну, вот, говорит, в общем, мы обсудили ситуацию вокруг Ирана с Эрдоганом, готовы поделиться нашим опытом, чтобы предотвратить эскалацию войны и защитить жизни людей. То есть опыт в защите жизни людей готов внести по миру Зеленский. Звучит как идиотизм, ну ладно. В то же время... Издевательство над собственными людьми. В то же время Украине необходимо укрепить свою систему ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров. Эрдоган отметил, что Турция готова провести следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Мы высоко ценим эту инициативу, надеемся, что она принесет результаты. Я благодарю президента Эрдогана. В общем, все друг друга поблагодарили, все хорошо, Турция играет свою роль. Коалиция добровольцев – это какая-то новая коалиция. Ну ладно. Значит, а также предстоящее решение по оказанию помощи энергетическому сектору Украины. То есть Турция энергетически будет помогать Украине, где бензин прет и так далее. Я вот о чем подумал. Смотрите, а вот этот опыт по защите жизни людей, но он же вообще никому не облокотился, тот, который имеет Зеленский, понимаете? Но он это вот делает особо картинно. У меня даже, я в такие моменты очень, ну, как бы очень чувствителен, потому что тут, знаете, там, это же эмоции, это кадры выставлены, все, он такой сидит. А не договорились ли вчера Путин и Трамп? Потому что я вот, если честно, обалдел. Договорились. Выходит Витков сегодня уже, ну, перед нашим эфиром буквально там час назад, и говорит, значит так, во время вчерашнего разговора Путин сказал, что не помогает Ирану. Технически. 3 суток муссировали эту тему. А это же ответ на все вопросы. Ведь пресса писала, если Трамп при разговоре с Путиным скажет, а ты не помогай Ирану, а Путин скажет, а ты Украине не помогай. Короче, вырисовывается очень интересная конфигурация. И это все следует из вот этого пафоса Зеленского, что прогнули,
ну или прокнут вот-вот, на следующей неделе, когда запланирована встреча. Причем давить будут не коррупцией, не какими-то моментами, а отключением разведданных. Что думаете об этой версии? Версия возможна, но это не зависит исключительно от позиции США. Нет, разведданные это США. Смотрите, в чем это самое? Они тогда должны от обмена разведданными отключить страны НАТО. Они должны тогда отключить от обмена базы данными британцев и другие страны НАТО. Потому что любая страна НАТО имеет доступ, у них в середине блока есть соглашение о обмене разведданными. Какая разница, как любил говорить В.О. Зеленский, от того, эти данные нам бриты передадут или американцы, литовцы или финны. Ну, понимаете, да? То есть тут вопрос без консенсуса в середине НАТО решить очень и очень тяжело. Будут ли давить военной помощью? Ну, в целом. Будут. Будут ли давить спутниками, ну, отключением от американских чисто спутников и получение прямых, да, оттуда моментов? Да, будут. Потому что через обмен, через НАТО это время, ну, понимаем, да, это не, как говорится, не в прямом эфире. Но он будет давить и говорит, видите, Трамп на поводу в России лишает нас защиты, лишает, мы будем слепые, мы не будем видеть, как летят ракеты, как летят шахеды. Он убивает, он виноват. Александр, внимание, еще раз говорю, Зеленский сидит и ждет осени. Он уже видит себя выступающим в Конгрессе США, обличающий Трампа. Он уже видит себя при начале процедуры импичмента Трампа. Он уже там, он уже в лучах новой славы. Он будет рассказывать, как терпели, гибли, но держались, как этот пророссийский Краснов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот он уже там. Поэтому будут давить, не будут. План Зеленского прост. Простоять, пролежать, истекать будет кровью страна, терять территории не важно. У него план продержаться до промежуточных выборов в Конгресс и Сенат Соединенных Штатов. Сегодня Украина нанесла удар по Брянску. Микроэлектроники завод был целью. Сообщают с мест, что есть раненые, погибшие. Количество пока не сообщается, но судя там по прилетам, их было несколько. Это, ну вот очень кстати, особенно в момент, когда там обсуждается дата следующей встречи трехсторонней в Стамбуле, наверное, да, на следующей неделе. Возникает важный вопрос. Ведь эти же координаты тоже ведь были согласованы с какими-то партнерами. Да, безусловно. Так в чьих руках сейчас вот этот инструмент под названием «Зеленый»? Зеленский. Ну, смотрите, я не могу сказать, кто был бенефициаром этого завода, ну, микроэлектроники, в чьих интересах именно это. НПЗ, например, которые методически выбивались, да, на территории Российской Федерации, ну, по которым били, это было в интересах бритов. Ничего личного, чисто бизнес.
Нефтеперерабатывающие заводы Индии, куда идет львиная часть, да, доля нефти российской, они принадлежат кому? Банковскому дому Ротшильд, British Petroleum, еще ряду британских граждан, либо фондов, да. То есть, индусы там тоже что-то имеют, но основная это британцы. Тут бьется, нефть дешевеет, перерабатывается, втридорого в Евросоюз продается. Все. Вот чисто британская тема, на которой они сидят 4 года этой войны. 4 года. Трамп уже толк их носом туда. Вы же видели. Прекратите покупать и так далее, и так далее. Поэтому я не могу сказать. Я понимаю только одно, что будет ответка. На любое действие будет противодействие. Какое оно будет, куда оно будет? Удар ощутимый. Возможно, удар этот как раз военную цель предвидел по причине того, что электроника для тех же беспилотников могла собираться и так далее, и так далее. Вопрос в другом. Вопрос, насколько будет ответ, какой будет ответ, и насколько Украина, нанося удар по Брянску, готова защитить себя от ответки. Это же логика войны. Россия наносит по Украине удар и готовится отразить с Украины. А Украина, нанося, тоже должна думать, как отражать. Или мы уничтожим, а что вы разнесете в Украине, это, в Украине уже скоро нечего будет разносить. На фронте. Из-за цен, которые ввела на электроэнергию госпожа Свириденко и возглавляемый ею Кабмин для промышленности, останавливается все. Просто экономически абсолютно невыгодно ничего производить. ArcelorMittal остановил Криворожсталь. Печи затухают. Все. Из 4 блоков Метинвеста работает 1. Кривой Рог остается без денег. Мы имеем ситуацию в Горичных Плавнях Комсомольской, да, бывшем. Город полностью без... город держался на 2 блоках. Вокруг него строился все. Санкции ввели. А тут еще и электроэнергия. С 4 блоков 1 работает, и крупнейший металлургический комбинат страны остановлен. Все. Где люди будут работать? За что люди жить будут? Где деньги будут браться? Люди сейчас будут выезжать с этих городов, бо выжить надо. На кусок хлеба заработать надо. Понимаете, что происходит, Александр? Это даже не прилет. Это убийство мегаполиса. Кстати, родного города Зеленск. Как там квартал 95-й? Нормально все? На фронте, говорят, успехи жуткие. Я вижу. В общем, Днепропетровская область практически освобождена вооруженными силами Украины. Правда, сегодня... Давайте расставим точки над «и». Об этом заявили в вооруженных силах. Да. Генштабе, да. Через 2-3 часа выходит Дипстейт. Ничего не опровергает. Просто делает заявление. Российская Федерация на Днепропетровском направлении продвинулась на такое-то количество территории. Плюс я звоню, думаю, может, началось. что-то.
Звоню туда, мне говорят, Игорь, ну, продвижение россиян, а попытки контратаки в районе Гуляйполя и со стороны Днепропетровской области, и со стороны Запорожья фактически остановились, глухо стоят в обороне, все. У меня вопрос, кто врет? Дипстейт или Генштаб? Генштаб или Дипстейт? Ну, люди добрые, нельзя же одеть на уши то, что вы одеваете. А Шлем. то шлем, да, Гераскевич. А, знаете, как бы двое суток шел, но все-таки дошел антикриз по Сумской области. Там расширяется вот эта зона контроля, говорят, будет расширять ее Российская Федерация, то есть конкретно на приграничье. И, ну, в общем, это как надо воспринимать как данность, да. Но сегодня вышел Зеленский и потужно сказал: все фигня, сейчас мы тут немножко, мы их сейчас потесним, дайте немножко времени. Откуда столько уверенности в военной составляющей у Зеленского? Я просто не поднимал эту тему с ПВО, потому что... Ой, ну ладно. Он уже даже на войне, на горе людей, он играет. Он играет. Понимаете, Александр? То есть игра. Значит, теперь смотрите, я сейчас вам скажу такую вещь. Он выходит, говорит, сегодня пишет, доложили, разведка, миллион там, миллион 100 с чем-то тысяч россиян погибших по секретным сводкам. Я вообще противник того, чтобы считать чужих погибших. Вы со своими разберитесь, Владимир Александрович, потому что у нас реально до 1,5 миллиона, и все люди видят кладбище. А еще вы не хотите забирать тела погибших. Они в рефрижераторах стоят в Беларуси, они стоят в рефрижераторах в Российской Федерации. Вы не хотите забирать тела погибших своих. Это цинизм. Более того, обмен, пропавшие без вести, ноль реакции. Было 2 митинга. На прошлой неделе было 2 митинга. Один митинг был, вышли родственники погибших, пропавших без вести из 225-й бригады, которая командует, и герой Украины Олег Ширяев, который соратник Кивы и возглавлял «Патриотов за жизнь», общественную организацию. Вышли, протестовали, Ширяев в Дубае был, как раз прилетел перед началом, а то Дубайский фронт держал, не надо было спецов отправлять. 6 раз за год командир боевой части летал в Дубай. Второй митинг Так был... он готовился, наверное. Да, второй митинг был чисто людей уже общий, которые родные в плену, родные пропавшие без вести. Значит, ну, упорно ходят слухи, что за обмен требуют денег. Вы, друзья, все, кто смотрите, если к вам обращались и кто обращался, вы мне можете написать в Телеграм, я сам отвечаю везде. Это самое. Почему? Потому что мы сейчас работаем над тем, чтобы помочь родным и близким. Это обратились родные и близкие. Это не моя инициатива, пропавших без вести и пленных. Чтобы организовать в одной из нейтральных стран, я думаю, это будет либо Австрия, либо Швейцария, переговорный процесс напрямую. Без этих наших хитроумных посредников, которые хотят зарабатывать на обменах, на поиске пленных.
Аферистов развелось миллион. У нас вообще жульничество, шулерство введено в какой-то, как это самое, как здрасте. Никто ничему не удивляется, никаких последствий. Колл-центры, шмал-центры, звонят родным какие-то аферисты. Мы нашли вашего мужа, брата, сына, дайте денег, мы вам организуем. Выдуривают деньги с людей. Понимаете, что происходит? Происходит полностью полностью деградация, и власть этому содействует. На этом начали зарабатывать, Александр. Поэтому с помощью евродепутатов, с помощью депутатов парламентов европейских стран, которые начали диалог с россиянами, будем пытаться строить альтернативную площадку, чтобы люди хотя бы могли узнать, на самом деле живы их родственники или погибли. И не ставали жертвами этих шахраев. Ну, а потом, конечно, у нас появляются непонятные липовые тесты ДНК, да, а потом прецедент, а как? Никогда ж такого не было. Деньги получили, но вроде как не забрали эти деньги у семьи вернувшегося из плена военнослужащего. Но это же не единичный случай, это просто случай, который стал вот нарицательным, вот вскрылся. Понимаете, я знаю десятки людей, которым звонили и выманивали разные суммы, обещая найти родных и близких. Ну, вы же понимаете, что это делается, и, конечно же, сетками колл-центров, которые периодически накрывают, между собой делят сферы влияния, которые попадают в жуткие, скажем так, ну, такие эпизоды, которые, вот, например, печально закончился вот для одной украинской блогерши, да, инфлюенсерши, потому что сына одного из авторитетов все-таки опознали, и, в общем, его, так сказать, на куски и на берег океана, на Бали, я имею в виду этот случай. Смотрите, Александр, по поводу этой истории. Это история долгоиграющая, история, которая имеет, как по мне, подтекст, ну, очень серьезный. Почему? Потому что тексты, которые зачитывал покойный Комаров, они писались в городе Киев. Хоть там пытались рассказать, что это Москва, там это все. Чеченцы. Да. Да, не, исполнялось это выходцами с Кавказа. Я имею полную информацию о всех, включая с паспортами причастных, кто находится в розыске, ну и тому подобное. Ну, гражданство этих людей не имеет никакого значения, понимаете, да? Имеет значение, кто получал профит, кто заказывал музыку и тому подобное. Это сочинение, которое читал Комаров. Он его читал. Часть он знать не мог гипотетически того, что он читал. А часть он рассказывал вещи, которые не соответствуют действительности. От слова вообще. Туда были кинуты правдивые вещи. А были кинуты для того, чтобы отвести на россиян вещи типа на дурачка. Ну, там, например, девятки платили деньги Петровскому. Ну, девятки не платили никогда денег Петровскому. Они вообще их не платили никому, кроме чиновников и силовиков. Они работали всегда под силовиками. В данном случае работали действительно правдиво озвучено под Сергеем Лысаком. Сергей Лысак, глава военной администрации бывшей Днепропетровской области, ныне города Одессы, он кум Василия Малюка.
Я не зря это вспомнил по одной простой причине. Я уверен, что этих людей, этих ребят ввели с Украины, передали, там они записали. Когда это публиковалось, живых Комарова уже не было. И цель была одна единственная. Передел. Передел финансовых потоков. Передел финансовых потоков. Я скажу так, в расследовании этого дела полиции, родным, там, еще там, людям разным, помогали спецслужбы всех стран, даже те, которые между собой воюют, если вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому один задержан, личности большинства установлены, все. Меня интересует, когда станет известно, кто бенефициар этой истории, кто получил профит, кто сел на потоки финансовые. Кстати, эти девятки, допустим, эти колл-центры имеют прямое отношение к формированию, Александр, внимание, формированию информационной политики Офиса Президента. Прямое, непосредственное. Вот эти миллионники, которые на СБУшников записаны, каналы, плюс каналы Лачена, каналы этого, как его, Лебиги, каналы Стерненко, они все создавались колл-центрами. Как это делалось? Значит, база данных, которую сливают с банка, с оператором мобильной связи, ну, с разных, да, мест сливают. Все, у кого есть Telegram, додаются в тот или иной канал. Процентов где-то 30, где-то 50, где-то больше, где-то меньше отписывается, да? А остальные же остаются. И все равно выходит такое количество. Ну, представляете, полстраны, да, добавить? Полстраны абонентов. И таким образом получается канал миллион. Более того, я скажу вам так. Я провел исследование, расследование, изучил паблик Сережи Стерненко и пришел к выводу, что он занимался отмывом денег колл-центра. Он публиковал скриншоты, они есть, эти скриншоты, о том, что ему пожертвовали 100 тысяч USDT, 50 тысяч USDT, 150 тысяч USDT. Для тех зрителей, кто не знает, USDT – это те же доллары, только в криптовалюте, в электронном виде. У нас в стране нету расчетов в USDT официально. Нету. На них нельзя купить дроны, автомобили, снарягу, ну или что-либо. Вообще ничего нельзя купить. У нас за USDT ничего не продается. То есть мы имеем дело с отмыванием денег. Мойкой. Обычной мойкой. Колл-центр загоняет деньги, покупают условные дроны через Монобанк, известный, это ж партнеры Стерненко и Монобанк. И таким образом идет отмывка денег. USDT превращается в твердую валюту, которая потом с Вены едет. Там. В инкассаторских машинах через Венгрию. Да, для того, чтобы килограммовый слиток золота засунуть в банкомат,
Вы же видели, да, как этот Пышный говорит, денег не хватает, валюты в стране не хватает, людям нечего дать. А к чему был этот цирк устроен? А я сижу, думаю, понимаете, Александр, сижу, думаю, угу. А вы евро в банкомат засовываете или доллары? А, нет, слитки запихиваете с ноги золотые. К чему этот цирк был? Ну, это вообще уникальная история. Сегодня он, кстати, продолжился. Орбан подписал решение парламента, что заблокировать эти деньги до окончания расследования, там, до выборов. Существует несколько версий. По венгерской версии деньги ехали в Бана Лука, где перед этим проходил тренинг оппозиционных к Орбану сил, и деньги должны были быть потрачены на дестабилизацию ситуации и на организацию избирательного процесса оппозиционных к Орбану сил. А почему в инкассаторской машине Ощадбанка? Сейчас я скажу. Есть информация, ну, по той информации, которую мне дали, что деньги немецкие, но за транспортировку отвечала Украина. Украинская сторона транспортировала все и отвечала, что они будут доставлены. Это одна из версий. Вторая версия, которую я слышал, это то, что это деньги колл-центров. И ехали они в Черногорию, а не в Сербию. Ну, оно рядом, там Черногория и Сербия. То, что они не в Украину ехали, это 1000%. Потому что это приблизительно, когда нам пытаются повесить лапшу Зеленский, компания, и говорят, логистику выбирают инкассаторы сами. Ну, я первый раз слышу, чтобы из Днепропетровска в Харьков ехали через Львов. Ну, такого ни инкассаторы не выбирали, никто. Вот, это приблизительно так выглядело. Значит, вторая версия, что это колл-центры везли в Черногорию, у них там недвижимость есть, вряд ли. И они там его типа скирдуют. Ну и третья версия, что это наипотужнейшие деньги среди потужных. Вот. Какая из них сыграет, посмотрим. Завтра истекает срок ультиматума, выдвинутого Орбаном Зеленскому по поводу нефтепровода «Дружбы». Фица уже сообщил, что договорились они с Евросоюзом, что будут разблокированы мощности нефтепровода «Дружба». Буквально во время нашего эфира. Ну, если это так, тогда мы будем еще долго работать над тем, чтобы узнать, чьи же деньги ехали. Потому что реакция Зеленского, когда он начал рассказывать, что ВСУ должно съездить в гости к Орбану, там он даст адрес, телефон и все, эта реакция была на задержание Бусикова. На самом деле это не про нефтепровод, не про 90 миллиардов заблокированных Венгрией и Словакией, которые ЕС выделяли Украине. Это о деньгах в Бусике, о 90 миллионах. И эта нервная реакция меня склоняет, что это могут быть действительно потужные идеи. Очень потужные. Почему? Потому что неадекватно себя парень повел. А Орбан, как опытный политик, в отличие от нашего неадеквата, он держал паузу. И в обед было задержание, а сообщил он официально, появилась информация, когда не договорились где-то к 11-12 следующего дня. То есть попытка договориться была уже в тот период. Потом был ультиматум. Видите, Фица говорит, что европейцы все. Вот. Возможно, действительно это немецкие деньги. Как потом будет Зеленский выходить политически из этой истории, если его нагнут и скажут запускать дружбу? Он, наверное, поэтому и лупит по Брянску, чтобы никакой дружбы не было.
Во-первых, лупят по Брянску, чтобы дружбы не было. Во-вторых, сейчас будут лупить во все стороны. Если будет запускаться дружба, значит, должен быть такой инфоповод. Должна ракета снести, будьте, кстати, друзья, аккуратны, потому что сейчас им надо трагедия. Сейчас российская ракета может прилететь в жилой комплекс или еще куда-то и забрать жизни людей. Делается это элементарно. Есть контролированные наводчики, через которых сливаются координаты, говорится, там военный объект. Ну, а там не военный объект. По этому принципу была попытка убить Залужного, о которой многие рассказывают. То есть это и приблизительно так убрали Вадатурского, как мне рассказывал. Вот. То есть контролированная наводка. Тут же вопрос, понимаете, почему вышел Зеленский? Ощадбанка денег. Даже не Нацбанка. Руководитель Ощадбанка не выходит. Вы видели руководителя Ощадбанка, который отвечает за эти деньги? У меня такое ощущение, что это прям не со Ощадбанка, это прям, не знаю, из-под подушки Зеленского вытащили. Правильно. То есть Зеленский репетует, Пышный репетует, а директора Ощадбанка нет. Такое впечатление, что его вообще где-то нету. Что это Зеленский Ощадбанком руководит. Что это не ценности. У меня еще один вопрос, очень серьезный по этим деньгам. Вот господин Пышный, господин Сибира, вы рассказываете, кстати, по себе, я сейчас интересную вещь расскажу. Вы рассказываете, что проклятые венгры поймали там, да, все. Райфайзен говорит, банковская тайна. Так если что, вы обратитесь, попросите Райфайзен открыть банковскую тайну. Вы имеете на это полное право. Хай руководитель Ощада, он ваш подчиненный, да, Госбанком, напишет. Откройте банковскую тайну. Сообщите, кто клиенты, маршрут. Сообщали угорцам, чи нет. Кстати, а почему Ощад не опубликовал, как ехали? Как мытный контроль на въезде в Венгрию проходили? Это груз. Там же нет границы и таможни. А при чем тут граница? Это груз. С Украины вы имеете в виду? Или нет, подождите, нет. С Австрии. Это груз. Его надо показывать. Это груз такой, как, допустим, пряники, выпущенные в Венгрии, везут в Хорватию, и налог то платят, понимаете, да, все равно происходит мыто. А это такой же товар. И вы хотите сказать, вы не сообщали Венгрии, что едет машина с таким количеством денег и золота? Вы что, за дураков считаете? Ладно, там у вас этот фунт Гороховский о немытых головах рассказывает. Это, конечно, опозорился он люто с этой девочкой. Смотрите, у меня тут короче. Возвращаемся назад. Мы когда-то с вами говорили, но надо обновить это для наших зрителей и так далее. Значит, есть фунт Олег Гороховский, которого почему-то называют собственником Монобанка. Хотя он фунт, потому что деньги там господина Коломойского ворованные, которые у него звезданули с привата в том числе. Деньги там Владимира и Елены Зеленских. Деньги там Тимура Миндича and Company и остальных тигибок. И тут, Александр, вылазит это, нападает на эту девочку. Девочка, оказывается, беженка с Харькова, Карина,
папа воюет, абсолютно адекватная просто девочка на фоне славянского флага, кто-то немытой голове. Карина, если вы сейчас смотрите этот эфир, я вам рекомендую связаться со мной. Я вам организую справку о том, что господин Гороховский, как беженец, зарегистрирован в городе Вена Австрийской Республики, чтобы вы могли обратиться к адвокатам и за немытую голову и все остальное подать на этого чмошника в суд. Нет, это, конечно, жуткий позор. Знаете, там отказали верификации. Но, понимаете, опубличивание этой информации, оно же вскрывает вообще очень большой пласт проблем. И ведь это же касается конкретно лично человека. Пенсионера, девочки молоденькой, тетушки, дядечки, ну кого угодно. Просто отворот-поворот, пошли вон, все. У тебя финансирование терроризма, ты вот с Россией связан. Лишать карточек детей подсанкционных лиц, либо детей, либо это самое, они же это делают. Они это делают. Я сейчас, вот, понимаете, у меня по Гороховскому есть один единственный вопрос. Он к НАБУ, САП и тому подобное, всем остальным. Смотрите, он является фигурантом дела Миндич. Записи в НАБУ и САП есть. Я слышал собственными ушами. Раз. Второе. Есть решение Высокого суда Лондона и Уэльса, в котором прописана роль господина Гороховского в разграблении денег Приватбанка. И она огромнейшая, огромнейшая. Она намного значимее, чем роль людей, которые прячутся в Израиле. Дубилета старшего там. Яценко, который в Вене прячется. Боголюбов прячется в Вене, выехал, да, сбежал, ну, с Украины. А Коломойский сидит в СИЗО. У меня вопрос, почему Коломойский в СИЗО, а Гороховский в банке? Ну как так может быть? Они подельники, это установлено судом. Там расписано все. Как действовали, кто действовал, все. Берешь решение суда, идешь в суд и получаешь санкцию на Гороховского. Но все правоохранительные органы этого не видят. Кстати, по поводу, я обещал за Сибиру рассказать. У меня, Александр, вчера было заседание Верховного суда по санкциям. Ну и адвокаты у представителя офиса президента интересуются, говорят, а скажите, пожалуйста, а как господин Сибир проголосовал за санкции Мосейчуку, находясь то ли в Брюсселе, то ли в Берлине? Вот протокол, указано заседание, время, заседание. Присутствие Сибига, он в это время выступал вот там. Судьи говорят, ну да, дайте объяснение. Понимаете? То есть господин Сибига был одновременно раздвоение личности. В Киеве за санкции по Мосейчуку голосовал и выступал на какой-то международной встрече. Вот. Ну, понятно, она там сразу переносить начала это в представитель офиса президента, но сам смысл. Я понимаю, что пока режим существует, будут существовать санкции. Хотя бороться надо, и история с Дмитруком, который в Лондоне выиграл суд, показатель. Ну, вот так вот где-то. Да, у меня тоже суд прошел, тоже там такую интересную версию объяснений, где что я Украину предавал, что и чем-то я опасен. Короче, все... У меня в отношении предавал вообще объяснений нету. Так нет этих объяснений. Есть вопрос, только там идет упор о том, что превентивно. Ну, типа, да. Чтоб ты не предал.
То есть смотрят на тебя, надо санкции ввести, а вдруг предашь. Причем, подчеркивается, это же не наказание, мы же там ничего не... А вдруг ты негодяй, не в интересах государства Украины. Превентивно. Превентивно. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. При Буданове во главе офиса Зеленского что-то изменилось? 3% да, стало лучше, 7% да, стало хуже, 20% слишком мало времени, чтобы оценить, и 70% ничего не поменялось. Слушайте, ну вот приходят данные вот прямо сейчас, ну, опрос красноречив, конечно, да, без всякого. Значит, приходят данные по Белгороду, 6 погибших, 37... По Брянску. Ой, простите, по Брянску. 37 раненых. Интересно, что Сырский отчитался Зеленскому, что удар как бы нанесли по заводу успешный. Прилетела рядом с заводом по проезжей части. Рядом была остановка, поэтому, собственно... Слушайте, и название такое мне вот бросилось. 50 лет октября. Вот, знакомое название. В общем, возле кинотеатра остановка, и вот там, в том районе, там уже, в принципе, все публикуют видео. Видео очень много оттуда. ООН успели прокомментировать и заявили, что против атак по мирным жителям выступают и гражданской инфраструктуре. Ну, так, а кто бил по гражданским? Видите, Сырский отрапортовал, что все хорошо, цели поражены. Зеленский объявил, что... И Днепропетровскую область освободили. И Днепропетровскую область освободили, понимаете? Вот такая вот история. Это прямо сейчас приходят сейчас новости. Друзья, берегите себя. Я прошу всех жителей Украины себя беречь, потому что по логике войны будет ответка, она будет тоже довольно серьезной, и просто берегите себя. И давайте прощаться с этим кровавым режимом. Так, значит, поехали. Вопросы от наших уважаемых зрителей из закрытого клуба «Шелест». Интересуется Алла. Вот такой вопрос задает. Здравствуйте. Вопрос ко всем, в принципе. Почему-то все помнят о том, что Иран союзник России и ждут от Путина большей помощи. Но почему-то все забыли, что саудиты также в очень хороших отношениях с Россией, а Иран по ним стреляет. Соответственно, Путин не может полностью приветствовать и поддерживать только Иран в этой ситуации. Спасибо. Ну, абсолютно логичное, объяснение сама наш зритель дала. Более того, я скажу, а Путину это и не надо. Такой профит, как он получил от этой войны, получает каждый день, приваливает раз в 100 лет точно. Понимаете? Он, как там Трамп говорил, если у тебя козыря, так, по-моему, козыря у Путина сейчас в руках веером, в рукавах и в карманах, понимаете? Потому что больше профита, чем он, не получил никто, даже Китай. Угу. Значит, поехали дальше. Ваши вопросы. Саша, спросите, пожалуйста, у Игоря Владимировича, рассматривает ли он такую ситуацию, при которой в будущем армии Украины и России объединятся и пойдут на Запад, задавать общие накопившиеся вопросы к партнерам? Благодарю. Я хотел, чтобы Украина сохранилась, вышла с этой войны и не продолжала никаких войн, а пошла по пути развития. Не антироссия, как я говорю, не антинато, не антибрюссель, не антивашингтон, а именно про Украину. Потому что вопросы задавать, ходить, объединяться, еще, во-первых, не факт, что Россия пойдет куда-то. Это ж, опять же, мифотворчество. Во-вторых, воевать надо
только тогда, когда ты понимаешь, что другого выхода нет. Сейчас выход есть. Остановить войну, принести мир на нашу землю и, соответственно, жить, развиваться и так далее. Поэтому я против того, чтобы продолжать воевать на любых фронтах. Игорь Владимирович, вы говорили, что надо от президентской формы правления переходить к парламентской, потому что не было ни одного удачного президента. Скажите, какой созыв Рады вы назвали бы удачным и в чем была удача? Второй, который принял Конституцию Украины. А Конституция – это типа удача. Смотрите, Конституция Украины принята была, и она смогла удерживать страну до определенного момента, когда сами политики, сами украинцы не решили об нее вытереть ноги. Это был реально с нулевых нормально было, где-то вот уже со середины пошла жара. Так, сбросили ненавистного Януковича, стали жить в 5 раз хуже. Вопрос, почему? Да потому что, смотрите, Януковича сбросили, сделали все, но он же сам убежал еще, кроме всего прочего. И то, что происходило дальше, в том числе и его вина, но я скажу, почему, я дам ответ. Потому что на сцене Майдана стояли национал-предатели, которые реально предали. Люди боролись за справедливость, а получили в результате тотальное ограбление страны, тотальную продажу национальных интересов. Добрый день. Вопрос гостю. Мне кажется, что уже очевидно главное. Пост-Украина может сохраниться только в составе некой общей славянской страны. Независимость образца 91 года профессиональные украинцы ведут к центробежным тенденциям. Это разделит страну. Это то, о чем я говорил. Кто же нормальный хочет жить в дурдоме? А европейский проект к размыванию и обезличиванию. Привет, евроценности, смуглые тоже европейцы. Остается только путь блудного сына. Согласны вы с этим или нет? Диана. Я согласен с тем, что Украина может и будет существовать, если вариант, который вы говорите о том самом, приведет к разделу страны. Это тот вариант, о котором мы говорили в ходе нашего эфира. Вариант единственный – сохранить единство страны – это быть абсолютно нейтральной страной, которая будет не антироссией, не антизападом, которая будет сама собой, в том числе и в сохранении культурных ценностей, культурных и религиозных, и исторических, и будет в нормальных отношениях со всеми соседями. Так, Ольга, Ігор Владимирович, ви говорите, що Україні потрібен мир, треба домовлятися з Росією. И несколько дней назад с Грузией сказали, что все накрывается медным тазом, и США в связи с войной на Ближнем Востоке не предоставит никакой помощи. Все пропало, шеф. Так вам мира или таки продолжение войны хочется? Ну, во-первых, я имел в виду абсолютно другое, когда говорил о помощи. Я не имел в виду финансовой помощи. США не предоставляют Украине уже более года никакой ни материальной, ни финансовой помощи. Поэтому я этого говорить не мог от слова вообще. Ну, потому что ее не предоставляют. Я имел в виду помощь в виде посредника в мирных переговорах, в виде миссии Виткофа-Кушнера, в виде попыток нагнуть коррупционеров наших и свести в договоримую, ну, будем говорить, форму.
Вот это я имел в виду. Если вы имеете в виду материальную помощь, деньгами Украине Соединенные Штаты не помогают, оружием тоже. Поэтому мне сожалеть не о чем. Мгм. Так, дальше. Значит, вот такой вот вопрос. Игорь, Петр интересуется. После сноса в Киеве статуэтки Буратино, что ждать украинским производителям легендарного советского лимонада? Смотрите, я вам хочу сказать честно. Ну, зеленые хунвенбины и вообще хунвенбины, они как друг друга просто превзойти хотят. Вопрос Буратино – это история о людях, которые фактически уничтожают сами себя, съедают сами себя. Вот кто из зрителей не смотрел Буратино? Это раз. Второе. Ну, в смысле, не смотрел, Ну, читал. кинофильм Буратино, не читал сказку Буратино. Кто из зрителей не знает, то по происхождению Буратино итальянец? Понимаете? Ну, это даже людей дебилами назвать страшно, понимаете? Приключения итальянцев в России. На Академгородку в Киеве, понимаете? Этот памятник стоял под подъездом у моего кума, понимаете, в Киеве. А почему Болоня никак не реагирует? Это даже... Ой, господи, итальянец Буратино, да. Так, следующий вопрос от нашей аудитории. В чат перенесемся онлайн. Значит, вопрос. Взорвет ли Зеленский дружбу? Как вы думаете? Я не исключаю. Так. Значит... Возможно, кстати, под это сейчас прилет в Брянск, чтобы при ответке взорвать, сказать, вот прилетело. Значит, Польша и Чехия, Австрия и другие страны могут быть суверенными, а Украина не может? Очень странно это все звучит. Кто сказал, что не может? Может. Но для этого, смотрите, давайте четко. На сегодняшний момент Украина пребывает в полностью колониальном статусе. 20% оккупировано Российской Федерацией, 80% управляется колониальной администрацией во главе с Зеленским. Нас ожидает впереди очень тяжелая политика, правовая борьба за возврат суверенитета, который продавали задолго до Зеленского. Зеленский просто турборежим включил. Ни Польша, ни Чехия, ни тем более Австрия не продавали через свой парламент на 100 лет недра и богатства свои, не показывая даже парламентариям. И не подписывали договора о редкоземельных металлах, которые никто в глаза не видел по факту. То есть это все придется, плюс решение по земле, которое заблокировано в Конституционном суде. Вот все мне часто приходят, говорят, вот вы берете интервью в Тупицкого, а он там, я говорю, я не знаю, что он там, потому что приговора нету. Кстати, на этой неделе суд вынес вердикт вернуть все аннулированные паспорта, потому что на Банковой сошли с ума и аннулировали все паспорта Тупицкого. Все, загран, внутренние, все.
Вот решили вернуть, ну, суд принял решение вернуть все паспорта. Так вот, я говорю, я не знаю, что там Тупицкий, я знаю точно, что его изгнание и кризис Конституционного суда был исполнен Зеленским для чего? Продажа Чтобы земли. землю продать, да. Продажа земли. А в дальнейшем пошли его в курс. Незаконная мобилизация, недра, столетнее соглашение. Ну, там уже в том суде скоро места не будет, сколько надо рассматривать. А он же не рассматривает. Его как подвесили с того момента, так он и висит на гвоздике, этот суд, как куклы в этом самом. В сказке о Буратино, да, там Карабас-Барабас. Вот. Кстати, наш Карабас-Барабас сидит в СИЗО, а Дуремар бегает, грязные волосы ищет. Это да. Вопрос. Как сильно отразится война на Ближнем Востоке на обороноспособности Украины? Интересуется Юрий. Очень сильно. Потому что приоритетом будет защита авиабаз и баз военных в Персидском заливе, американских. Американцы будут направлять прежде всего все ресурсы для защиты своих военных, своих граждан и тому подобное. Ну, если будет стоять выбор о 10 американских военных и 1000 украинцев, выбор будет в сторону 10 американских военных. Тут шутит пользователь о том, что самый прикол, что всех кукол для Карабаса сделал Папа Карло. То есть они все еще и, получается, родственники. Да. Ой, вопрос. Спасибо, Алексей, за поддержку. Из суперчата вопрос про остров Эпштейна. Как думаете, поправка о браке с 14 лет в Украине – это самодеятельность и попытка декриминализации происходившего там? И еще, почему начали показывать ужас с острова? Происходил ли этот ужас веками, на ваш взгляд? Ну, ужас происходил. Были исторические моменты, когда браки совершались в очень юном возрасте, заключались браки. Поэтому мы давайте говорить о нынешнем, о том, что сейчас. Значит, поправку пообещали убрать. Так как пока не внесли во втором чтении эти изменения к кодексу, да, ну, я не могу сказать, убрали ее или нет. Не хочу убрать. Но есть другие истории. Например, в Одессе задержана преступная группа, которая торговала детьми. 35, по-моему, детей, нет, больше, под 50 детей стали жертвами, где-то половина была уже вывезена за территорию Украины. Куда и для каких целей и что следствие пока не сообщало, молчат. Меня интересует господин Сибига, как у него дела. Может, он ответит, где 25 маленьких граждан делось Украины. Это самое. Вот такие вот вещи, это очень серьезно. Плюс, конечно, вот законопроект правительственный о сокращении в 9 раз декретного отпуска. У нас и так рождаемость, демография, гибель, катастрофа, а тут еще вот такие вот вещи. Поэтому я думаю, что у нас свой остров Эпштейна, о котором мы еще узнаем много-много разных вещей. Вот пишет в чате пользователь, почему приятно вас слушать, хоть и гость национальный патриот, но как же он грамотен и аргументированно рассуждает. Спасибо ведущему и автору, это не вопрос, а констатация фактов. Супер, спасибо большое за то, что пишете хорошие комментарии. Зачем я его зачитываю, этот комментарий? Не потому, чтобы там нам покраснеть и смутиться, а для того, чтобы, во-первых,
как бы вам, уважаемые зрители, призвать вас и хорошее тоже писать. Потому что, вот смотрите... Написать надо то, что думаю. Нет, смотрите, всякого дерьма, да, его тонны. А вот вы попробуйте написать хорошее. Да, вот что хорошего вы сегодня, скажем так, мы обсудили или там какую тему осветили. Это ведь тоже очень важно и помогает Игорю Владимировичу, когда он тоже прочитывает комментарии после эфиров, там вопросы собирает, которые не прозвучали для своего онлайна. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Мосейчука тоже. Значит, поехали дальше. Почему вы считаете, что Янукович сбежал? Если бы он был в стране с деловой поездкой во время своего смещения, он обязан был быть в Киеве? Или Донбасс и Харьков уже тогда стали за границей? Вот как раз я и имел в виду его бегство с Харькова и Донецка. Я не имел в виду его выезд с Киева. Так, Саша, скажіть Мосійчуку, якщо зірве Зеленський дружбу, то Європа відвернеться від нього і він на це не піде. От. Дивіться, Європа – це хто? По-перше, він не зірве її напряму. І відповідальність за це брати ніхто на себе не буде. Скажуть, російська ракета прилетіла. Да. Або російські диверсанти підірвали. Ще й знайдуться, хто признається, повірте. Не в такому зізнавалися. Це раз. Друге, а хто страждати від цього всього буде виключно правильно Словакія і Угорщина. Навіщо Зеленський із словаків і угорців, які абсолютно дуже добре відносяться до українців, робить ворогів? Ну, це треба в нього, не в мене запитати. Угу. Так, здравствуйте, Александр. Вопрос Игорю. В вашем недавнем выпуске со «Скороход» вы считаете, что «Скороход» подставили? Или она все-таки тоже имеет степень вины? Смотрите, виновность любого человека должен установить суд. Я знаю точно, то, что я могу утверждать, это то, что видео, которое нам продемонстрировали, смонтировано. Как в случае с Юлией Владимировной Тимошенко, так и в случае с Анной Скороход. Но я не знаю, я не был. И я не могу заглянуть в душу ни одной, ни второй. Я не знаю. Я знаю факт. Монтированность видео. Более того, я знаю, что есть выводы уже британской экспертизы по Юлии Владимировне. По Скороход, не могу сказать, по Юлии Владимировне. И что там у Тимошенко? Монтаж. Монтаж. Значит, тут мне, кстати, пишут: Тимошенко, Шелест, зачем ты все время обсираешь Тимошенко? Сколько тебе платят, будет судный день? Слушайте, во-первых, уточняйте, Тимошенко Юлю или Кирилла? Да, Кирилл, кстати, финансирует, мне сказали, эту партию Кима Терехова. Партию честных мэров. А во-вторых, в смысле обсираешь? То, что, извините, она пришла на интервью и сказала, что Соня Кошкина ее говорит: а что вы положили в деньги-то? 4 пачки по $10 в пакет из новой почты. Она говорит: я бы не положила, а я положила. Ну, интересный же эпизод. Вы считаете, подождите, его видели все. Это Тимошенко обсирает? Нормальная бабушка, бережливая. Смотрите. Может, у нее еще и пульт в пакетике от телевизора? Смотрите, я скажу так, Александр. Там объяснение вообще в отношении этих денег должно быть очень простым. Я не знаю, почему Юлия Владимировна пытается что-то пояснять, еще что-то. Дело в том, что, дорогие друзья, абсолютно никакого отношения эти $40 000 к делу Тимошенко и к обвинению ее не имеют. От слова вообще, просто. Были эти деньги, не было этих денег. Они не имеют отношения. Она их не брала и никому не давала. Понимаете, в чем вопрос?
Да, Ее обвиняют в том, что она покупала, а покупала она должна была взять эти деньги, да, и дать их кому-то. Но если она их не дала, причем эти деньги к этому? Просто я не понимаю, пакетик новой почты, обсуждают какую-то хрень. У меня есть свои, я бы задал совершенно другие вопросы Юлии Владимировне. Поверьте, их тоже есть, и они тоже не совсем для нее приятны. а, Но, наверное, выгодно рассказывать о пакетиках с новой почты. да. Так, Филарет при смерти. Что знаете о его госпитализации? Вчера в обед Святейший был госпитализирован со своей резиденции на улице Пушкинской в Феофании. Я общаюсь с медиками, но не имею права давать информацию. Живы. Вот так вот скажу, ограничусь. И молимся за здоровье. Так, Кстати, один очень интересный момент по этому поводу этого. Знаете, я вот смотрел ни у кого в пабликах религиозных не было ничего плохого. Наоборот, даже оппоненты писали, молимся за здоровье, желаем, да, ошибки, да, то, ну, да, вот противостояние, да, это, ну, вот так вот, да. А придурки-комсомольцы, эти, которые там в Михайловском обитают, вот у них в пабликах уже написали «умер». Не дождутся, или что у них, или с головой проблемы, я не знаю. мгм. Так, на каком языке говорит дома Игорь На Владимирович? украинском. Респект, Жена на русском, я на украинском. респект за коллекцию носорогов вам передают также. Спасибо. Спасибо. Исторический вопрос. Да. Значит, так. Почему? В общем, улетел вопрос исторически про Британскую империю, которая монарху российскому не помогла. Почему именно так поступила корона? Потому что англосаксы были заинтересованы в смерти всей царской семьи. Если вы не знали, расстрел царской семьи сопряжен не с революционными событиями, не со страхом, что во имя царя-императора или его семьи там будет что-то происходить. Расстрел царской семьи связан с владением активами, в том числе предшественницы Федеральной резервной системы США, ну, банковской системы США. Андрей Шелест спросил Мосейчука, украинский народ не объединяется против ТЦК. Почему? Ведь говорят, что на руках куча Кто оружия, сказал? они стреляют. Кто сказал, что не объединяется? Объединяется. И вопрос тут же не в оружии. Хотя гражданский конфликт набирает оборотов, я на это со страхом смотрю. Вот эти вот в стиле Устима Кармелюка побеги, да, там погони за машинами, захват этого самого освобождения, там где-то ножом резанули. Это все происходит. Но это все как раз очень страшно и опасно. А единение происходит и боятся, вот даже та же создана база 112, где военных преступников из ТЦК досье выкладывают. Уже клон создали. Уже это самое. То есть они боятся света, потому что они понимают, что будет ответственность. Как работает ТЦК? ТЦК работает очень просто. Накосить бабла, вывести за границу с женой, а потом убежать. Списаться и убежать. Чем быстрее, тем лучше. Понимаете? Их всех надо искать, их всех надо устанавливать. И я верю, что будет суд.
Что думаете, Трамп заставит иранцев потопить свой авианосец, а после этого долбанет ядеркой по Ирану? Роман интересуется. Не дай бог, чтобы по Ирану был нанесен удар. Ну, Трамп не долбанет точно, но 27 боеголовок есть в Израиле ядерных. И не дай бог, чтобы было применено ядерное оружие. Потому что если оно будет применено, то это откроет прямую дорогу к применению России тактического ядерного оружия в Украине. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире сегодня. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим зрителям. Друзья, поддержите канал Шелеста. Поддержите лайком, репостом, комментарием. Прочитаю. Постараюсь дать ответы на все вопросы. Друзья, обязательно подписка. Это важно для продвижения канала. Есть возможность, задонатьте. И будет вам счастье, и будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Да, друзья, буквально через часок встретимся, немножко пошумим сегодня. Поэтому далеко не ухожу и не прощаюсь, но традиционно желаю всем добра и света. Увидимся. До свидания.